Я приветствую вас. С вами Лика. Тема нашего расклада сегодня – ваши отношения с мужчиной, о котором вы постоянно думаете, которого вы любите всем сердцем. Давайте посмотрим, что сейчас между вами происходит. Разберем, да, и с его, и с вашей стороны. Посмотрим на его чувства, на мысли и на перспективы ваших будущих отношений. Возможно ли они и вообще что будет. Что сейчас между вами? Давайте смотреть. Между вами сейчас, возможно, вы не вместе, да, по умеренности. Это человек, каждый находится рядом с собой. Наедине, балансирует. И скажу так, что в какой-то длительный момент вы уже не рядом. Еще по этой карте могу здесь добавить, что иногда сама судьба разводит людей для каких-то моментов, что для сознания, да, для того, чтобы оценили отношения или партнера. По восьмерке мечей, да, я говорю, вы каждый закрытый как в своем пространстве. Сердце болит, сердце прям исполосовано по тройке мечей. Поэтому вы пытаетесь балансировать, но из-за боли, в которой вот вы прямо повисли в этой клетке боли, и выход из нее не можете найти. Может быть, даже молитесь высшим силам, чтобы они помогли вам, потому что очень больно. Боли очень много. Да, сейчас между вами нет отношений, все замедлилось. Вообще кажется, что все встало. Весь мир как будто замер. Еще может говорить о том, что мужчина вот по этой карте мог уйти, разбив вам сердце, уйти от вас, не объяснив причины. Вы сейчас находитесь в полнейшем одиночестве, еще раз повторю. Отшельник это подтвердил, отношений между вами нет, развития нет. Между вами могла сыграть ссора на почве измены, предательства, обмана. И эта боль, она не утихает. Как бы вы ни старались сейчас найти в себе ресурс, у вас все равно мысли загоняют вот в эту боль обратно. Вот смотрите, в сигнификации не вышел ни вы, ни он сейчас, да, в этих рядах двух. Что хочу сказать. Вы оба любите друг друга, у вас есть связь, есть взаимная любовь. Но вот то, что между вами произошло, вы закрылись друг от друга. Вы, каждый из вас сейчас решил, я лучше буду один. Что мужчина, что вы. Я говорю, это и предательство, это и манипуляция, и боль, и желание надавить сейчас на свое одиночество, что вот меня обидели, что я одинока, никому не нужна. И у него то же самое. И вот кажется, что решения нет. Причем, говорю, расстаться вы могли достаточно давно, а вот из-за вашей связи вы друг друга как бы притягиваете ментально и постоянно страдаете. Что он, что вы. Сердце у обоих болит. Давайте посмотрим его мысли. Сейчас будем тогда разбирать, что вообще происходит. Его мысли о вас сегодня. Что он вообще думает о вас и о ваших отношениях. Давайте так. Знаете, он думает о том, что он ушел из родного гнезда. Вот прям вот так вот скажу. Там, где была его родная семья, родные люди, те, кто его окружали, но он ушел. И честно я вам скажу, что он даже сам не знал, для чего он это сделал. Вот в данной ситуации в голове он теперь не осознает этот поступок. У него прям буря внутри, буря в душе, в голове. Вообще непонятно, что происходит. То есть как будто
Он потерял что-то ценное, то, что для него было важно по десятке пентаклей. И вот он ушел, а куда? Он так и не понял. И зачем? Возможно, он хотел вам что-то доказать этим поступком. Как-то может на вас проявить свою манипуляцию, да, что, я говорю, может, вы его уличили в чем-то, что он вас обманул, разбил вам сердце чем-то очень важным, допустим, для вас, да, для него, может быть, это не столь важно было, да, если сейчас мы не говорим об измене, а именно о поступке какой-то хитрости, обмане, да, и для него это, возможно, не сыграло такой роли. Но когда у вас произошла ссора в то время, вы ушли, а он ушел, а он до сих пор не может понять. Возможно, вы его выгнали, может быть и так, из своей жизни. То есть вы поставили точку. То есть здесь я вам в прошлом, возможно, позже покажется, но, возможно, вы могли поставить точку, и как бы игру, его уход из семьи его разбил. Он понял, что он потерял намного важнее, чем что он ставил на карту вообще в своей жизни на тот момент. Во-первых, он потерял вас, потерял семью, родную ему. И сейчас как бы он не боролся, не сопротивлялся себе, доказывая, что да бог с ним, пойду дальше. У него не получается. У него тоже клетка, как и у вас. Тем более он еще находится в таком состоянии, когда вообще не понимает, как это все произошло. Он пытается в этой буре найти баланс, а у него не получается. Все попытки тщетны. Давайте посмотрим, в каких энергиях он вообще сегодня находится. Еще, да, добавим ряд. Посмотрим, что с ним. Ну, трансформацию проходит. Для него вообще весь мир рухнул. И вот сейчас он как будто попал в новый какой-то, в новый путь, да. Причем он очень серьезно стал смотреть на все. Во-первых, то, что у вас прекратилось, да, ну, то есть поставлена была точка по смерти, он прямо как, знаете, как отдумался, что ли, резко. Вот по Иерофанту, вот он настолько стал трезво смотреть на жизнь. Вот сейчас он находится вот в этом, в трансформации и осознании вообще своей жизни, понимаете, своего существования, скажу так. То есть в голове у него буря, а вот духовно он пытается вырасти, осознать. Осознать правильным подходом. То есть не просто импульсивно все бросить, а именно его толкает что-то внутри. Потому что трансформация идет. Это ваша встряска, ваш расход дала ему очень глубокую трансформацию сейчас. И он прям сидит и лелеет над какими-то планами все-таки. Да, планы касаются того, что, грубо, между вами завершилось все. Возможно, он думает, как это можно исправить. Возможно, взвешивает все вообще варианты, что могло быть, какое развитие могло быть, как можно было еще это повернуть, в какое русло, чтобы не получилось с вами расставание, да, развода, возможно, у кого-то. Но вот сейчас он находится в энергиях трансформации. Поверьте, ему очень нелегко. Давайте посмотрим, как вы видите все, что сейчас происходит между вами с вашей стороны. Ну, тоскуете по нему. Думаете, что есть шанс, что он еще вернется. Хотя точка, как вы понимаете, уже поставлена. И где-то в глубине души вы понимаете, что его возвращение ничего хорошего для вас не принесет. Ну, это вы так просто видите все это. Да, вот ваше состояние, если он проходит трансформацию, думает, буря у него в голове, да, в его поступках может даже, говорю, что-то и чудить. То, что от него, допустим, не ожидаешь, да, обычно он какие-то там может выпады делать в жизни. Многие вокруг удивляются его поведению. То у вас вы тихо сидите и держите это все себе. Вы надеетесь на шанс, но как-то головой понимаете, что, в принципе, точка поставлена, его уже нет. Сердце запрятали, мысли крутятся, а сердце прям задавили, чтобы не думать, чтобы не было больно. И как бы похоронили уже эти отношения. Вы вот так видите. Давайте посмотрим, есть ли у него чувство к вам. Его чувство к вам. Вообще, что он к вам чувствует. Его чувство к вам. Ну, вы для него родная
любимая женщина, так сказать, да. Он видит вас вот так. Королева Пентаклей, надежная женщина, верная, любящая, любимая, да. Ну, это, конечно, не королева чаш, где больше эмоциональная сторона. Здесь уже женщина, жена, с которой уже пройден большой путь. Женщина, которая создает комфорт, уют, с которой надежно, стабильно, комфортно и спокойно. Женщина, в которой он уверен. По четверке Пентаклей здесь эта карта говорит о том, что его чувства, вот, в принципе, как остались, что вы одно целое, так и есть. И ему без этого плохо. Он прям страдает. Он, знаете, чувства у него такие. Я ее потерял, свой ресурс. Она меня наполняла, она помогала мне двигаться вперед, поддерживала меня, верой и опорой для меня, да, была надеждой на многое будущее. И вот все. По пятерке Пентаклей он иссяк. И он прямо даже где-то по дьяволу у него, знаете, такое состояние, он выйти из этого никак не может. И что бы ни предпринимал, оно никак не решается. Он попал в зависимость от своего собственного бессилия. Вот так. И тянет его к вам сильно. И жизни без вас он по большому счету-то не видит по чувствам. То есть хоть здесь и пентакли вышли, но ресурс вы для него, понимаете? Ваш союз для него ресурс. И сейчас он как в темную сторону упал. И группа по трансформации, он по смерти, да, он проходит сейчас вот эти все свои теневые стороны. Вот из него сейчас все, что угодно может вылазить. И в характере, и в поступках. Давайте так, хочет ли он как-то проявиться к вам, помириться с вами, вернуть вас. Ну, идеи есть. Он думает, как преодолеть все это, чтобы воскресить, как говорится, то, что между вами когда-то было, когда у вас была взаимность, поддержка, любовь. Мечта есть, ну да, мечта есть к вам вернуться. Ну, знаете, страшно. Страшно ему потому, что, во-первых, он не знает, как вы отреагируете на его возвращение. Не знает, что впереди ждать. Вообще очень мысли по ночам, по вечерам очень много мыслей гоняет в голове. О вас думает однозначно. И вот прям и страхи выходят у него, и поступки, которые он совершил, все его крутятся. То есть он пытается что-то попытаться, как пытается исправить это все, пока может быть бездействие. Вот прям в голове представляет, как он это все исправил, но не знает как. Вы для него далеки. Возможно, я говорю, у кого-то срезонирует так, что вы даже разъехались в разные города или страны. Давайте посмотрим, что будет дальше между вами вообще, и какие перспективы ваших отношений. Вот так вот сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну, скажу так, что попытки вернуться у него, возможно, и будут к вам по колеснице, да, то есть он захочет приехать, а, возможно, даже напорством каким-то взять. Тут рыцарь мечей еще вышел, но десятка мечей говорит о том, что ни к чему хорошему этого не приведет. Он попытается как бы вот эту точку, которая поставлена между вами расход, да, развод и расставание, сделать вид, что это было как в порядке вещей. Приехать к вам, попытаться вам что-то объяснить. Но я говорю, произойдет, скорее всего, опять ссора, если он поступит напорством. Вот все будет зависеть от того, какую трансформацию он сейчас пройдет. Если он поймет, и вот вся вот эта теневая сторона у него очистится, ну, которая сейчас в нем проявилась, да, из-за чего вы расстались, в принципе, вам сейчас, я думаю, будет понятно, о чем идет разговор. Вот если он дьявола этого в себе не победит, а без вас не сможет и прискочит к вам, возможно, будет хуже. Получится опять ссора. Если все-таки он его проработает, то здесь может проиграться так, что он
возьмет на себя ответственность, приедет к вам, несмотря на ваше расставание, потому что он вас любит, и выбор будет сделан по сердцу, и будет вас завоевывать. Я говорю, тут я вам честно говорю, если он пройдет трансформацию до конца, он будет готов многое признать и осознать. Но если нет, если это сыграет импульсивность, а по дьяволу может быть, то может возникнуть опять ссора. Давайте досмотрим, сейчас я вам скажу точно уже. Ну, желание есть у него, желание огромное, да, и будет оно у него появится после долгого стопора. Позвонить, проявиться, страсть, желание. Старые чувства могут нахлынуть. О влюбленности, как все хорошо начиналось. Ну, скажу так, что сейчас будет все зависеть, говорю, от него. Как я вам выше сказала, по магу, я ждала четвертую карту, просто если бы вышла негативная, это был бы манипулятор, мужчина, который бы вами управлял. Но здесь он вышел со своей инициативой. Вот у него есть инициатива вас вернуть, потому что он с вами был счастлив. Ему с вами, говорю, еще раз было комфортно и стабильно по четверке жезлов. И вот если, говорю, он воспримет все правильно и сделает правильные шаги к вам, он сможет вас вернуть. Сможет. Объясню, почему сейчас. Положила ряд. Смотрите, король мечей. Сейчас он отстранится на какое-то время, пока с ним то, что происходит по суду. Я говорю, он просто проходит очень переломный момент в жизни. Это касается вообще всего его внутреннего мира и внешнего, как он его воспринимал. Он проявится. Он напишет, позвонит предварительно, то есть он приедет. Приедет, чтобы сказать вам, что он готов дальше двигаться, попробовать дать ему шанс. Причем здесь и покажу пентакли, шанс на будущее, и у него он приедет со своими идеями, как это можно все изменить. Но давайте спросим совет от карт, потому что мне не дают покоя то, что он там по дьяволу может на колеснице примчать. Возможно, чтобы вы его раньше не позвали. Да, он будет вырабатывать планы. Пока ему будет страшно открыться, но он откроется. Совет такой. У вас тоже есть к нему чувства, до сих пор остались, и сейчас где-то даже, может, обновились в том плане, что вы из-за тоски хотите на шею, так сказать, ему броситься, обнять его, да, и пересмотреть все планы на жизнь. Но вы боитесь, как и он. И сейчас просто наблюдайте. Не нужно сейчас как бы ему сообщать о том, что вы по нему скучаете, что он вам очень нужен. Дайте ему до конца разобраться в том, что в его голове происходит, в его внутреннем мире происходит. Причину, из-за чего вы расстались, как бы здесь у каждого по-разному, может, еще раз говорю, это и обман, и измена могла быть, да, и манипуляция в каких-то случаях, когда вы поняли, что вами воспользовались. Но этот человек вас любит. Но сейчас он находится в очень сложном положении. И если ему сейчас дать слабину, ничего хорошего с этого не выйдет. Поэтому совет карт сейчас. Отстранитесь, просто наблюдайте за его поступками. Я говорю, в ближайшее время, возможно, он вам напишет где-то в соцсетях, может быть, просто позвонит там, да, на телефон отправит смс. То есть может просто, знаете, так между делом спросить, а как дела? Там что-то не выдержит, напишет или позвонит. Но не давайте ему спуска пока. Вот когда он дойдет до осознания того, что только мои усилия могут сделать ее счастливым и меня, он сам к вам примчит. И вот тогда он прямо будет долбиться в дверь. Но если он просто сейчас немножко проявится, группа звонит, там где-то встретитесь, может быть, хотя здесь не скажу, что прям встреча физическая, возможно, группа будет звонок. Не показывайте ему сейчас свои чувства. Я говорю, если он не прошел до конца
трансформацию, он может сделать только хуже в ваших отношениях. Ну, вот так сегодня говорят карты. Наблюдайте, если готовы ждать, потому что он вас наполняет, вы для него родная женщина, он готов многое для вас сделать, но в чем-то он очень сильно в ваших глазах упал и что-то сделал очень больно вам. Поэтому, если у вас желание все-таки есть его вернуть, дождитесь, он скоро проявится понемногу, а потом прям его по суду разорвет так внутри, что он прям поймет, что какой был дурак, это же женщина для меня все. И теневая сторона вот этого зла, эгоизма и то, что я лучше, я должен быть такой, меня должны быть лелеять, у него уйдет. Он это переосмыслит. Мудрость придет, понимаете, по иерофанту. Поэтому вперед паровоза не бегите. В глубине души вы это понимаете, поэтому не открываетесь ему. Ну, а с вами была Лика. Благодарю всех, кто приходит смотреть мои расклады, пишет комментарии, ставит лайки. Для меня это очень важно. Подписывается на мой канал и поддерживает меня. Кто остается со мной. Спасибо вам огромное. До скорой встречи.